Несколько лет назад мне посчастливилось переехать в Петербург и попасть в другой мир, с огромными и маленькими заведениями на каждой улице, где можно посидеть и выпить чашечку кофе за книгой или разговором, как в фильмах, или взять его с собой. Кофе – один из самых популярных напитков в разных странах, в том числе и у нас в России. Его вроде бы привез к нам Петр I. Единственный музей кофе в России находится как раз в Петербурге. Давайте пойдем туда и узнаем все про кофе. Музей кофе открылся не так давно, и часть экспонатов принесли сами посетители. У музея есть даже свой запатентованный бленд кофе, то есть смесь. И здесь его можно приобрести. Об этом музее знают очень многие, не только у нас в России, не буду говорить о Санкт-Петербурге, но и в Европе. Потому что такого музея, как у нас, в Европе и в России точно нет. Посетители музея после посещения знают, что такое кофе, где он растет, в чем отличие робуста от арабики, в чем различие разных сортов кофе и тому подобное. Первое упоминание о кофе в нашей стране идет со времен правления Алексея Михайловича Романова, отца Петра I. Прибыл к нему английский лекарь и принялся врачевать царя-батюшку кофеем, но не очень преуспел. Позже сам Петр I побывал в Голландии и увидел, что вся Европа пьет кофе. Петр попытался внедрить его на родине, но неудачно, ведь все наши национальные напитки – квас и сбитень – сладкие, а кофе – горький. Когда была образована Кунсткамера, это был целое мероприятие, когда людей приглашали туда в Кунсткамеру, там были приемы. И при входе мужчинам давали рюмку водки, а женщинам чашечку кофе. Таким образом попытались приучить. Это было обязательно. При Петре I появилась первая кофейня в Петербурге. Называлась она «Четыре фрегата». Шел 1720 год. Напротив Петропавловской крепости есть такой садик небольшой, и в этом садике стоит часовенка. В 50 метрах от этой часовенки была эта кофейня. Туда очень часто заходили и морские команды, капитаны, ну и сам наш Петр Алексеевич тоже заходил туда. Расцвет российской кофейной культуры пришелся на время Екатерины II. Ежедневно она выпивала по 5 чашек кофе. Все бы ничего, но на эти 5 чашек уходило по 400 граммов зерна. К примеру, сейчас норма одного эспрессо 8 граммов. Из-за таких гигантских пропорций напиток у императрицы получался настолько густой и насыщенный, что она его жевала. Тогда и появилось выражение «откушать кофею». Ну а слуги, которые уносили чашки, разводили эту гущу кипятком и сами пили нечто похожее на полноценный кофе. Сейчас любой кофе можно попробовать, а в начале 20 века он был еще редким напитком богатых людей. После революции о нем вовсе забыли, и только в 40-е годы кофе стал постепенно возвращаться в нашу страну, зачастую по высокой цене и не лучшего качества, растворимый с добавлением цикория, который перебивал вкус настоящего кофе. Однако немного позже в Петербурге появилось одно кофейное местечко, которое неожиданно вошло в историю. В 60-х годах на углу Невского и Владимирского проспектов при ресторане «Москва» открылось безымянное кафе, которое завсегдатаи называли «Сайгон». В нем частенько бывала тогдашняя богема Петербурга. Поэты, музыканты, художники и писатели. Там был хороший кофе, действительно очень хороший. Но говорят, что, конечно, вот такой роскоши, сидеть за столик, спокойно, никто не гонит, никто не толкается, там не было. Там скрутились около этих столиков, стоек, скорее круглые мраморные столики поставили, чтобы люди не засиживались. Даже окна даже закрыли решетками изнутри, чтобы не могли сесть на подоконник, как здесь.
Сейчас здесь опять находится кафе, но роднит его с историческим местом разве что расположение. Вы не очень представляете. Сейчас вместо таких все-таки, ну хорошо, человек просто хочет посидеть в кафе, ну нет вопроса, ну не хочется сюда, пойди в другое, в третье, в четвертое. Тогда, в общем, Сайгон, Эльф, там, Ольстер, еще несколько заведений и все, остальное что-то вроде столовых просто. Может быть, еще и поэтому все так сконцентрировались в этих местах. В то время, когда наша страна только начала заново познавать вкус кофе, в Америку нахлынула совсем новая кофейная волна. В 70-х годах открылась сеть кофеин Starbucks. Здесь сделали акцент не на миниатюрном горьком эспрессо, а на больших порциях капучино и латте. Вкус молока пришелся по душе американцам, ведь количество напитка за счет молочной добавки становилось больше. До Петербурга мода на эти кофейные напитки добралась позже. Но сейчас их разнообразие настолько велико, что в них бывает нелегко разобраться. Есть основные напитки, это эспрессо, это концентрированный напиток, который варится под давлением. На его основе, собственно, варятся остальные кофейные напитки. Латте – это вспененное молочко в соотношении 3 к 1 примерно к эспрессо. Мы варим латте макиато, то есть вспенивается молоко и сверху заливается эспрессо. Также есть капучино, это очень популярный напиток в Питере. Варится эспрессо, 1 к 2 молоко вспенивается и все это заливается. Также есть flat white, очень популярный напиток. Это маленький капучино с 2 порцией эспрессо. Раф кофе – это нежный капучино, наверное. Вместо молока используются сливки. Даже когда-то, очень давно, рассказывали историю про московского молодого человека, который приходил в бар, и он очень хотел чего-то нового. Просил бариста что-нибудь интересное для него придумать. И когда друзья приходили, они просили: сделай мне, как у Рафаэля, напиток. И оттуда уже пошло раф, кофе. Так и получился этот напиток. Есть несколько способов приготовления кофе. Классический способ в кофемашине. Но этот напиток также можно готовить в турке или набирающим популярность альтернативным способом через фильтр. Все чаще и чаще в кофейнях можно услышать о спешлти кофе. Спешлти – самое качественное зерно, которое существует на рынке. Во-первых, мы не считаем кофейни с низким качеством кофе конкурентами, да, то есть это отдельная история, в общем, различные сети. И мы можем сравнивать, что кофейни, которые работают также со спешлти, с таким же подходом, да, с таким же профессионализмом. И мы очень дружны. Хочу сказать, что кофейный мир вообще Петербурга, да и вообще России, он очень дружен. У нас есть один принцип. Мы считаем, что пока мы не открываемся рядом друг с другом, мы не конкуренты. То есть мы все работаем на одну хорошую историю. Но еще нужно понимать, что если гость, приходя в кофейню, он никогда не пил, например, натуральный кофе, очень большая вероятность того, что кофе, который он попробует в кофейне, правильно приготовлен, да, ему может просто не понравиться. И здесь очень важно вести диалог, расспросить бариста, да, что он сейчас может почувствовать, да, потому что современные эспрессо, современные кофе зачастую очень фруктовые, очень с яркой, интересной кислотностью, сладкий продукт, да, с определенным послевкусием. Хозяева этого заведения еще и судьи кофейных чемпионатов, в которых множество дисциплин. В России они проходят с 2003 года. Победители всероссийского этапа отправляются уже на мировой чемпионат, и среди них есть петербуржцы. Самая любимая, наверное, дисциплина у всех – это классика. Это когда надо приготовить 4 эспрессо, 4 молочных напитка и авторские тоже 4 штуки. Второе, по желанию, это на брюверсе, это когда готовишь кофе альтернативным способом заваривания.
И там важен сам кофе, а не человек. То есть по классике оцениваются как твоя харизма, как ты выступаешь, как ты говоришь. На брюверсе это не учитывается. Дальше это вот такие непонятные для меня дисциплины, такие как латте-арт. Это такой, спорный момент, но то, что рисуют, это, конечно, невообразимо. Ну и кофе, алкоголь, это, конечно, прекрасно. Я удивляюсь, как судьи держатся и не напиваются. Сейчас я буду готовить эспрессо, как на чемпионате, и расскажу вам о рецепте и о самом зерне. Сейчас мы работаем на смеси Бразилии и 2 Эфиопий. Для своего эспрессо я взяла 18,5 грамм молотого кофе, и мы на выходе получим 35 грамм за 25 секунд. И при готовке эспрессо на чемпионате очень важно все делать по весам. Это показывает ваш профессионализм и точность приготовления напитка. После небольшого путешествия мне кажется, что я знаю про кофе еще меньше, чем раньше. И все же вопрос остается открытым. Почему этот напиток так популярен именно в Петербурге? Было 3 составляющих кофе. Кофе сам, это сигарета была раньше или сигары, и это разговор. Напиток, который давал какую-то энергию, какой-то позитив. Я думаю, что это как раз именно то, что дает возможность людям общаться. Мы хотим кофе для того, чтобы либо проснуться, иногда просто, чтобы почувствовать хороший вкус, да, иногда, чтобы поговорить. Для этого все очень просто. Я люблю кофе, потому что в этом городе он всегда преподносит что-то новое. Это напиток со своей огромной историей и культурой. И кто знает, чем, черт возьми, он еще нас удивит.